Ребята, всем привет, с вами снова Ждандер. Сегодня приготовим классическую неаполитанскую пиццу под названием Маргарита. Вообще Маргарита считается, в общем-то, одной из самых популярных пицц в мире. Она проста с точки зрения ингредиентов, это все-таки блюдо такое простонародное. И готовится очень быстро и просто. Что нам, в общем-то, понадобится? Помимо теста для пиццы, из которого мы будем делать лепешечку, вы можете ее вот здесь посмотреть, как она делается, как делается тесто. Нам нужно приготовить второй важнейший компонент для пиццы, это томатный соус. Сейчас мы, в общем-то, им и займемся. У меня есть два вида томатов, это наши отечественные, в собственном соку, я их уже очистил от шкурки. И я взял так просто для примера итальянские протертые томаты. Если у вас их нет, ничего страшного, вы можете спокойно воспользоваться вот такими помидорами, будет совершенно не хуже. Что нам для начала нужно сделать, если мы берем такие томаты? Нам нужно их пробить, то есть измельчить. Пробьем мы обычным погружным блендером. Прям можно в банке это сделать. Вместе с соком, который там в банке находился. Вот буквально 20 секунд и готово. Сейчас нам надо его приготовить. Для приготовления томатного соуса для пиццы нам понадобится репчатый лук, чеснок и орегано. Можно использовать базилик еще сушеный или свежий немножко добавить. Ну и, конечно, масло оливковое экстра virgin, нерафинированное. И перец. Перец черный молотый. Порубим мелко лук. Прям меленько-меленько его стругаем. Лук постругали и отправляем обжариваться его в сотейник. Предварительно я налил туда немного растительного масла. Ох, небольшая авария. Пока лук слегка обжаривается, мы тут же, в общем-то, чеснок туда же отправляем. Можно постругать, можно чеснокодавкой. Буквально в течение минуты мы все обжариваем, долго не обжариваем. Дальше что такое? Технические небольшие недоработки. Лук с чесноком у нас обжарился, вливаем наши протертые томаты. Увеличиваем огонь и начинаем уваривать его немножко, чтобы он у нас погуще стал. Чтобы он не совсем у нас как водичка был, а такой, консистенция такая, жидкая сметана. Сразу же сюда добавляем орегано. Он у меня в сухом виде, ничего страшного. Хуже от этого соус не сделается. Добавляю я на такое количество примерно столовую ложку. И добавляем немного базилика. Тоже мелко его строгаем. Кладу я его немного, потому что базилик у меня свежий и ароматный. Из ингредиентов нам осталось добавить сюда только немного сахара, соли и пол чайной ложки перца буквально. Сахара буквально чайную ложку с горкой и чайную ложку соли. И примерно в течение 10-15 минут мы увариваем соус. Но опять же говорю, смотрите по густоте. Ребят, соус поварился, 15 минут подзагустел немного. Сейчас посмотрите на его консистенцию, какой он примерно должен быть. Вот примерно у него такая консистенция должна быть. Можно погуще. Соус мы сейчас отставим в сторону, он нам пригодится уже скоро. Начнем мы все-таки, наверное, с сыра. Натрем сначала сыр. Какой я сыр в данном случае использую? Моцареллу. У меня тут два вида моцареллы, если вы посмотрите. Здесь у меня есть моцарелла в рассоле, вот такими шариками. И моцарелла без рассола. Принципиального отличия по вкусу в пицце, по крайней мере, вы точно не увидите. Какая моцарелла вам попадется, такую используйте. Я сейчас ее на крупной терке натру.
Вообще в традиционную пиццу в различных регионах кладут не только моцареллу. Все-таки моцарелла это такой вариант усредненный. То есть активно используется и сыр пекарина романо, и рикотта, и, конечно, пармезан. Пармезан скорее не как основной сыр используется, а так, как дополнение к какому-то сыру, так как он таким обладает и очень ярким своим сырным вкусом. Его активно добавляют. Также рассольную моцареллу перетираем вместе с остальной. Итальянцы очень часто вообще ее не натирают, а просто кусками рвут и кидают в пиццу. Сыр натерли, пришло время формировать лепешку. Нам понадобится для этого мука, наше расстоявшееся уже тесто порционно заготовленное. Берем одну порцию теста, сильно не обминаем, припыляем мукой и начинаем, в общем-то, формировать будущую лепешку. Вот так вот мы пальцами разминаем. И вот такими круговыми движениями мы формируем нашу лепешечку. Сформировали мы, в общем-то, наш круг условный. В чем суть вообще приготовления пиццы как таковой у итальянцев или вообще в пиццериях? Пицца готовится при высокой температуре. Это раз. То есть, например, в дровяной печи вообще температура достигает 450 градусов. Естественно, никакая бытовая печь или жарочный шкаф не дадут вам такую температуру. Вторая главная ошибка, наверное, скорее, или незнание, которое преследует тех, кто пытается приготовить пиццу дома, это использование холодного противня. То есть, если вы используете печь, например, для пиццы, то есть там так называемый под, это поверхность печи, она разогрета, она горячая, то есть пицца на ней моментально начинает жариться. Чтобы нам максимально попытаться сделать, максимально приблизить к условиям идеальным для приготовления пиццы, нам нужно разогреть, в общем-то, противень. То есть мы будем уже класть пиццу нашу пиццу сырую на горячий противень. Как мы это сделаем? Противень у меня предварительно разогревается. Сейчас я достану пергаментную бумагу, на ней буду выкладывать пиццу и потом переложу аккуратненько на горячий уже противень. Благодаря этому пицца внутри начнет сразу печься, пропекаться, а не так, что снаружи уже все пропеклось, высохлось, а внутри сыро. Перекладываем на бумагу пергаментную, и, в общем-то, теперь можно собирать пиццу. Как я уже сказал, маргарита пицца очень простая, там ингредиентов немного. Помимо теста и томатного соуса, туда кладется сыр моцарелла и, в общем-то, базилик. Больше ничего, как правило, туда не кладут. Бывает еще добавляют, могут там анчоусов кинуть для кислинки там какой-то или каперсов, но классическая моцарелла — это достаточно мало ингредиентов. Кладем такую добрую поварешку томатного соуса. Перемешали его вот так вот. Он у нас горячий. И все. Можно еще чуть-чуть. И начинаем размазывать. Если хотите корочку побольше, оставляете край больше, соответственно. Если хотите корочку поменьше, то оставляете корочку меньше. Я к корочке вообще абсолютно равнодушен, поэтому большую ее не делаю. Вот такими вот движениями мы накладываем, в общем-то, наш соус. Что дальше? Как я уже сказал, итальянцы вообще даже не заморачиваются тем, чтобы натирать сыр. Они бывают вот так просто рвут кусками моцареллу и укладывают, что я, в общем-то, сейчас и сделаю. И, конечно, листики свежего базилика. Вообще есть распространенная такая легенда, что Маргарита пицца названа была в честь королевы Италии Маргариты Савойской. И, в общем-то, цветовые решения в пицце повторяют цвет итальянского флага. То есть красный, желтый и зеленый. Но это, я думаю, не больше, чем легенда. Что, теперь время доставать наш разогретый противень из жарочного шкафа. Температура у нас максимальная. Мы разогрели до максимальной температуры духовку. Насколько смогли. То есть тут... И, в общем-то,
долго не тратя время на разговоры, перекладываем нашу пиццу на этот самый противень. Все, она вот моментально начнет сейчас печься. И убираем обратно в духовку. Убираем конвекцию, кстати, чтобы у нас не высохло. Пицца просто прогрев сверху и снизу. И пицца начинает печься. Это будет готовиться примерно минут 6. Прошло 6 минут, достаем. Вот такая она у нас примерно получилась. От пергамента, как видите, все отходит. Осталось ее только порезать. В общем-то, как видите, пицца Маргарита готовится быстро, просто, на тонком тесте. Видите, с этой стороны тоже все пропеклось. Поэтому пробуйте, дерзайте. В домашних условиях это можно приготовить, это приближено к аутентичной итальянской пицце. Поэтому лайк за старание, подписывайтесь, готовьте пиццу, ешьте пиццу. Увидимся, пока.